Всем привет! Сегодня мы готовим тайский зеленый карри. Давайте начнем. Итак, здесь у нас тайский базилик, куриная грудка, чеснок, красный лук, кокосовое молоко, зеленая карри-паста, сок лайма, зеленые баклажаны, галангал, перчики чили, сладкие перцы, грибы, рыбный соус, листья кафирского лайма, лемонграсс и пальмовый сахар. Теперь давайте рассмотрим все ингредиенты поподробнее. Куриную филешку разрезать на тонкие пластиночки. Подробное количество ингредиентов смотрите в описании. Зеленая карри-паста. Оцените мою модную открывалку. Такая, как раз для ютубно-инстаграмных целей. Добавляем зеленую карри-пасту к филешкам и маринуем минут 20. Грибочки. Мои называются seafood mushroom. Чеснок порубить. Перчики чили меленько нарезать. Сладкие перцы, они добавят немного цвета. Фиолетовый лук. Тайцы используют шалот именно тайского формата, а не европейского. Но так как у нас его днем с огнем не найдешь, то что поделать, заменяем. Лемонграсс. Вот это место потолще, ближе к корешку, мелко нарезать. Понадобится приложить немного усилий. Да, я скажу, это, конечно, не тайская кулинарная школа, где вся семья готовит тебе почву для того, чтобы ты готовил. Максимально без напряга и еще много успел. Целых 6 блюд в день. В Таиланде карри-паста изготавливается в каменной ступке. На это уходит минут 10. Наш учитель в школе по секрету рассказал, что можно ее измельчать в блендере. Но я предпочитаю просто мелко рубить. Текстура не ощущается. Галангал – это разновидность имбиря. Он пахнет чем-то цветочным. Он действительно меняет аромат карри. Когда я жила в Украине, я чаще всего заменяла его имбирем, потому как найти свежий у меня получилось только единожды. Но еще периодически попадалась паста галангала. Правда, мне показалось, что было дороговато на один раз. По мере разрезания корня достать все глазки и порубить так же мелко, как был порублен лемонграсс. Листья кафирского лайма, они обычно выглядят вот так, только двойные, как бы скрепленные между собой. Это у меня остатки. Я предпочитаю покупать их свежими и замораживать. Они немножко меняют цвет, но для этого они должны полежать. Перед началом процесса готовки откройте кокосовое молоко. Приготовьте все ингредиенты поближе к плите. Сейчас процесс пойдет довольно быстро. Немного растительного масла,
Высыпаем чеснок с перцем чили и даем им пустить аромат. Как только вы его почувствуете, высыпайте лемонграсс и галангал. Следующая волна аромата, и мы добавляем курицу. Долго на сухой сковороде ее не жарить, так как все мелко нарубленные корешки начнут гореть. Добавляйте понемногу кокосовое молоко. И дайте потушиться минут 10. Помешивайте, чтобы не горело. Добавьте пальмовый сахар, его можно заменить обычным сахаром. Вкус получится чуть менее карамельный. Добавляем грибы, буквально даем им окунуться в соус. И, кстати, грибы тоже очень хорошо звучат, практически любые, кроме шиитаке, они намного сильнее по аромату, так что выбирайте нейтральные. Вылить остатки кокосового молока, немного разбавленного водой. Тем временем по-быстренькому порезать тайский зеленый баклажан. Он отличается по структуре от европейского тем, что он гораздо жестче. Заранее мы его нарезать не можем, так как он меняет цвет. Либо можно нарезать, но положить его в ледяную воду. Варить баклажан, пока он не станет мягким, около 15 минут. В оригинале зачастую тайцы добавляют бэйби-кукурузку, так что можете добавить, если у вас есть. И еще они кладут такой зеленый мини-баклажан размером с горошину, абсолютно несъедобный, но добавляет аромат. Листья кафирского лайма. Кстати, однажды я заменяла листья кафирского лайма листьями обычного лайма. Также выбирала стебелек, но проваривала в карри около 2 минут. Таким образом я избегала горечи. Высыпаем сладкие перцы, лук. В воке 1 минуту. Выливаем рыбный соус. Также даем карри протушиться минуту. Добавляем сок лайма. Около 20 листьев базилика. Не даем им поменять цвет, то есть секунд 30, и выключаем плиту. Если до просмотра этого ролика вы были в Таиланде и заметили, что густота соуса отличается от того, что сервируют там, ответ на это прост. Они используют свежевыжатое кокосовое молоко. Оно значительно гуще, разумеется, вкуснее и, конечно, намного быстрее портится. Зеленый карри готов. Он получился ароматным, очень острым, согревающим душу. И да, обычно его подают с рисом, как и большинство других азиатских блюд. Спасибо за просмотр. Всем итадакимас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!